Тюнинг автомобиля. Что он собой представляет? Если один человек что-то собрал, то другой завсегда разобрать сможет. Целью нашего сегодняшнего сюжета является вот эта вот штука. Это показывает настолько, насколько вы являетесь задротом. Ну, свою функцию наша лекала уже выполнила. Это максимум, что было доверено мне с моими способностями. Здравствуйте, уважаемые зрители. Хотя стоп. Неоднократно мои друзья мне говорили, что это слишком как-то официально. Здравствуйте. Поэтому формат YouTube предполагает более плотное и неформальное общение. Поэтому я еще раз говорю привет. И отныне так и будем здороваться. С вами Игорь Кравцов, и вы смотрите канал EvoTrips. И сегодня у нас необычный видеообзор какого-то нового автомобиля. Сегодня мы будем заниматься нашей поддержанной редакционной копейкой. В эфире рубрика «Полезные бесполезности». В ролях малопопулярная и не очень дорогая машина, ваш покорный слуга. И в первой части этого марлезонского балета мы расскажем о том, как сделать из BMW первой серии в кузове E87 автомобиль быстрее, красивее, дороже, богаче за чисто символические деньги. Обычно, когда на YouTube дело доходит до автомобильных проектов, то чаще всего под нож идет автомобильная классика родом из Советского Союза. Но у более именитых каналов могут пойти в ход даже подуставшие Бентли. И пусть Украина не Швейцария, мы же возьмем на себя нейтралитет. И все эксперименты мы будем проводить на достаточно часто встречающемся автомобиле даже в Украине. Это будет BMW первой серии. Сразу же уточнение: в этом обзоре не будет никакой автомобильной некрофилии, корчеваний или расчлененки. В лучших традициях фильмов о Франкенштейне. Если вас сразу же постигло разочарование, то я советую вам обратить внимание в правом левом углу на красненький крестик и закрыть. Никаких обид не будет. Ну, а если вам все же интересно, как из первой серии в кузове E87 сделать автомобиль интереснее для его владельца, то, пожалуйста, оставайтесь с нами на нашей уютной волне. За комплексным обедом и первым комплексным апдейтом я заехал к друзьям из компании «Лаборатория Света», которые взялись за этот масштабный проект. Забегая наперед, скажу, что его реализация вместе со съемками заняла 2,5, нет, не месяца, часа, 2,5 часа. Что толкнуло меня в этот мир доработок и усовершенствований? Нет, отнюдь не видеоблог на YouTube. Я думаю, что эта история знакома каждому, кто хотя бы раз в жизни покупал подержанный автомобиль. После приобретения своего уже любимого автомобиля ты, конечно же, не замечаешь всех недостатков, которые у него могут быть там под какой-то тюнинговой пленкой там, или еще чем-то. Ты можешь даже не заметить нехватку одного из ключей, как это было в моем случае. Конечно же, сразу после сделки приобретения автомобиля первые пару недель проходят в сплошной эйфории. Ты вообще ничего не замечаешь, тебя устраивает практически все. Но после того, как это состояние уходит, ты едешь на СТО, ты проверяешь состояние своего автомобиля, и после того, как ты удостоверился, что в общем-то все в принципе нормально и ожидаемо, и так, как ты себе это представлял, ты начинаешь задумываться, что же можно изменить здесь, что еще можно добавить или усовершенствовать, потому что комплектация, топовая комплектация, которой тебя заверял предыдущий владелец, она не такая уж и топовая. И очень многого не хватает именно тебе, как владельцу этого автомобиля. И не дай бог тебе под руки попадаются какие-то каталоги, журналы, или ты натыкаешься на форум единомышленников той модели, которой ты обладаешь. И вот тогда начинается самое интересное. Рассказывая вам общие фразы обо всех владельцах бэушных автомобилей, я в первую очередь говорю о себе, потому что все это происходило со мной и вот с этим замечательным автомобилем. Изначально я получил автомобиль в М-комплектации, но даже при всем при этом со временем я обнаружил, что здесь недостает массы опций, которые могут быть в топовом исполнении. И я начал спокойно, не спеша и рассудительно охотиться за этими опциями, смотреть, как они устанавливаются, чего не хватает, на что влияет их установка. И сегодня это будет первая проба пера доработки моего любимого BMW в кузове E87. Целью нашего сегодняшнего сюжета является вот эта вот штука.
Многие скажут, так, боже мой, это же известный оригинальный подстаканник BMW. Нет, вы ошибаетесь. Это очень четкая штука, которая помогает отточить ваше мастерство как дрифтера. Да-да, именно так. В Харькове, конечно, горы Акина нет, как и, в принципе, дороги, которая бы заставила улыбнуться внутреннего Киичи Цучиа. Но это не умаляет пользы подстаканника в обычной жизни. Ну, во-первых, он всегда держит, в случае необходимости, у вас воду под рукой, а летом, сами понимаете, это очень полезно. Во-вторых, поскольку в первой серии BMW этот подстаканник крепится слева, то он будет держать переднего пассажира в определенном тонусе, потому что находится в непосредственной близости от левой ноги. И здесь, конечно же, могут быть небольшие синяки. Но вы можете с этим справиться, достать его и убрать куда-нибудь там в бардачок или еще чего-то. Но тогда как же вопрос, то, что вы его не видите и ощущение всего этого. Ну и в-третьих, его можно использовать бог весть для чего. Вплоть до того, что вы можете поставить сюда тубус с миллиметровкой для проекта, к примеру, собачьей будки. Ну а если же, конечно, без шуток, то эта опция, на мой взгляд, является просто фетишным элементом. И просматривая фотографии салонов владельцев многих автомобилей Е87, ты видишь, что у них практически у каждого второго есть этот подстаканник. Ну как же тебе остаться без него? Заморочившись идеей до оснащения автомобиля оригинальным подстаканником, я нашел предложение на сайте Drive2.ru. Спасибо. Там же была найдена и пошаговая инструкция о том, как разобрать центральную консоль и установить элегантный девайс. Подробно расписывать эту инструкцию, наверное, нет смысла. Не та информация, которая классно воспринимается на слух. Что же касается по поводу инструкции по установке, которую мне прислали на драйве, то к ней никаких претензий нет, когда за дело берется опытный специалист. Мне же, как человеку, любящему пошутить про тубусы и различные вещи, доверили самое главное – контролировать этот процесс. В целом, снятие центральной консоли, прикрывающей трансмиссионный тоннель, прошло без осложнений. Лишь в районе пепельницы произошла небольшая заминка. Но это можно списать на то, что машина уже не молодая и некоторые ее панели потеряли первичную геометрию. Я со своей функцией справился. В данном случае я вырезал лекало. Это максимум, что было доверено мне с моими способностями по работе с автомобилем. После того, как мы совместили лекало с нижним нашим баром и сделали отметочку маркером, где будем вырезать, можно оставлять, можно убирать, это в зависимости от того, кому как удобно. Ну, свою функцию наше лекало уже выполнило. И после того, как наш чудо-подстаканник, вернее крепеж его занял свое место, мы решили усовершенствовать конструкцию, потому что те условия, в которых мы эксплуатируем автомобили, явно отличаются от тех, на которые они были запрограммированы и спроектированы. Для этого нам понадобилось немало магии и пистолет с герметиком. Поэтому не лишним будет герметом проклеить место установки ответной части внешней накладки. Собирается вся эта красота трудолюбивыми руками мастера в обратном порядке, и тут нет никаких подводных камней. Как было сказано ранее, программа доработок в тот день была комплексной. Параллельно с установкой дополнительного элемента, оттачивающего мастерство дрифтера, мы поменяли один из блоков управления двигателем, который при выключении кондиционера многократно добавляет мощность автомобилю. В данном случае все оказалось еще проще. Снимается верхняя декоративная накладка, поддевается головное устройство, блок климатической установки и проводятся все необходимые манипуляции. Благо разъемы у дорестайлингового климата и рестайлингового идентичны. К чему эти тонкости дорестайл на рестайл? Ну, во-первых, это красиво. Хотя, если быть честным, уж что-что, а установка новой панельки климат-контроля — это не более чем ваше восприятие вашего же автомобиля и лично ваши внутренние тараканы, которые влияют, вот есть окантовочка металлическая или нету. Это показывает настолько, насколько вы являетесь задротом в мелочах и подходите к своему автомобилю с этими вот всеми вопросами. Сегодняшний тюнинг-день завершилась серьезнейшая доработка фар в стиле Питера Паркера. Я уже давно замечал, что
Фары моей BMW светят не так ярко и четко. И я подозревал, что доустановленный ранее ксенон, в общем-то, сам по себе еще работает. Но что-то мешает автомобилю видеть, так сказать, дорожное полотно четко и резко. И у меня были подозрения насчет защитной пленки, которая была нанесена для фары, для того, чтобы сохранить и лак, которым покрыты фары, и, в общем-то, от сколов сберечь сами фары. И мои предположения были верны. И в школе мы попали в лабораторию света, то уехать отсюда, не оптимизировав свои многострадальные фары, просто не имели права. А это делается достаточно просто. Убирается защитная пленка с головной оптики. Это уже будет существенный плюс в свечении самих фар. Естественно, лаборатория света может не только снимать пленочки с фар. Много ли людей приезжают с подобными вещами, как я, там, дооснащение, переустановка, или с чем больше всего вам приходится сталкиваться? Основной вопрос у клиента идет, это у меня плохо светят фары, новые фары стоят бесконечно дорого, поэтому что мы можем сделать с новыми фарами? Но дооснащение автомобиля – это тоже часть нашей деятельности, потому что если покупается машина без парктроника, клиент просит, пожалуйста, добавьте парктроник. Тонировка стекол, пожалуйста, добавьте тонировку стекол. А учитывая последнее время такую криминогенную обстановку по поводу угонов автомобилей, то, конечно же, очень большой популярностью пользуются охранные комплексы Pandora. Если восстановление фар, то достаточно, может быть, как и в моем случае, убрать пленку, или этого мало, все-таки нужна пленка? Пленка обязательно нужна, потому что она защищает внешнюю поверхность фары. Потому что те машины, которые не были с салона защищены бронепленкой, уже лак, который защищает поликарбонат, он приходит в негодность, приходится его полностью перешкуривать, после этого фары переполировываются в глянец уже, и тогда он обязательно защищать бронепленку. Но в принципе в комплекс восстановления фар входит это обязательная замена линзованных модулей, потому что любой линзованный модуль за 100 тысяч выгорает. Что ж, мы говорим огромное спасибо компании «Лаборатория света», которая нам сегодня помогла с установкой до оснащения нашего автомобиля, с стайлингом, назовем это так. Вот, описание на адрес компании вы увидите по ссылочке в описании. Обращайтесь, я думаю, вам будет полезно. Вот такое у нас получилось большое приключение. Не Mansory, конечно, но это только потому, что в Mansory нет обвеса для E87. На этом наш сегодняшний эксперимент с автомобилем BMW первой серии закончен. Помимо того, что мы проделали, мне лично и нам интересно вообще, насколько эта тема животрепещущая и интересна нашим зрителям. Тем, кому интересно, пишите ваши комментарии, чтобы и какие бы изменения вы хотели увидеть. Кому не интересно, жмите палец вниз. Остальных же я прошу поставить палец вверх, подписаться и поделиться. Вам это ничего не стоит, а нам будет очень приятно. На этом до свидания и удачи на дорогах.